Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк, проходная прокачиваемая ветка, да, 6-го левела, КВ-2, фугасный черт. Ну просто лютая имба. Имба с интересным геймплеем. Прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся изучать тактико-технические характеристики КВ-2. Итак, господа, коллижн модель нашего КВ-2. Ну и давайте начинать с корпуса. Ослабленные детали корпуса. НЛД-94, ВЛД-83, подбашенная рубка 85. Вот этот вот стык между НЛД и ВЛД более-менее еще крепкий. Как для тяжелого танка 123, здесь вообще 132. Но вот это не корпус. Дальше, по башне. У нас крутая маска орудия. 330, там 400 и все такое. Вот эта маска. Дальше, вот здесь уже 94. Здесь 90, ну и основная бронеплита башни у нас 75. Щеки у нас, да, в приведенке хорошие, 270 примерно, да, там, ну 260 с лишним. И понятно, здесь не пробить. Но у нас вот огромная часть под маской, у нас подбашенная рубка, у нас ВЛД, НЛД. И это явно не броня тяжелого танка. Борт у нас прямой, 75 миллиметров. И, соответственно, от борта он, конечно же, танкует хорошо. Вот такое бронирование. По основным модулям обязательно качать топовую ходовую. Топовый двигатель очень важен здесь. И, конечно же, рацию тоже. По поводу башни у нас прибавляет она, по сути, только к обзору. Но тоже прокачать надо, конечно же. Ну и качать мы будем топовое орудие. Это 150. Ну, вернее, не топовое. По цифрам уровня пушки оно не топовое, оно 6-го левела, не 7-го. Вот. Фугасница, фановая пушечка, 152 миллиметровка. Альфа у нас 700 на основном и голдовом снаряде, на фугасе 910. Кстати, на этом же фугасе бронепробитие 8,6, и как для 6-го левела это очень знатно. 110 пробития на основном, 136 на голдовом снаряде, 24 секунды пушечка у нас КДшится, заряжается, 1750 ДПМ, 0,6 у нас точность хуже, чем на арте, 3,8 секунды, время сведения, жуткое время сведения. По полевой модернизации, во втором блоке качаем вездеходную ходовую, в четвертом блоке притирку шессель наведения, в пятом блоке звукоизоляцию. По оборудованию, на мой взгляд, единственный правильный комплект — это вентилятор, это досел и усиленные приводы. По снарядам, осколочно-фугасный фановый снаряд летит невероятно медленно, 525 метров в секунду, и к этой скорости полета, конечно же, нужно сильно привыкать. Основной снаряд у нас летит, как и голдовый, это ББшки, и летят они также одинаково, как и фугас. Да вообще все снаряды здесь летят, чего я начинаю разделять. 520 метров, все. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас огромный экипаж, у нас 6 членов экипажа. Перки наблюдайте перед собой в таблицу. Теперь по плюсу-минусу машины. А какой можно говорить минус? Они есть у этой машины, но это фановый танк, это основной плюс. Фановость его, это именно вот это фугасное орудие, фугасный черт и все такое. Тут даже рассматривать-то не особо. Да, у нас, кстати, есть даже минимально комфортные УВН, минус 7 градусов. Вот. Да, у нас плохая точность, 0,54. У нас долгое время сведения. Но вот с таким вот оборудованием, я даже инструкцию поставил, да, на приводы. Вот с таким экипажем у нас уже было почти 4 секунды на стойке. Сейчас менее 3, и это уже хорошо. И пушка у нас заряжается не 24 секунды, а заряжается менее 19 секунд, что тоже хорошо. Вот. В целом по пухе тут единственный самый большой минус — это медленная скорость полета снарядов, безусловно. Вот. Особенно стрелять по движущимся целям. Ну и долго заряжается орудие. По ХП 990, как для 6-го левела, сойдет. Вот, мобильность у нас очень плохая, 35 километров в час, ничего не поделаешь, мы не можем себе позволить поставить турбину, потому что вот эти все остальные виды оборудования, они очень важны для этого танка.
Вот, по обзору у нас 371 метр, и как для 6-го левела, опять же, тяжелого танка, советского, это очень даже знатно. Уже руки чешутся. Ребят, предлагаю отправлять этого фугасного монстра уже в бой, посмотрим, собственно, на что он способен. Погнали. Так, господа, обзор боем. КВ-2. Фугасный монстр 6-го левела. Советский тяжелый танк. Проходная прокачиваемая ветка. Будем перестреливаться с тяжами. Заряжаем ББху. Нам сейчас фугас не нужен будет. А вот теперь в игру вступают серьезные игрушки. Ждем жертву. Чё-то нет жертвы. Это было слишком предсказуемо. Отличная работа. Еще будут жертвы? Блин, ну мне одному вперед нельзя ехать. У нас турбослив намечается по ходу. 1-4 счет. Ну как я один? С такой долгой КД, как я вперед поеду? Никак. Только стоять ждать. Только ждать. Вот. ВК 3601 аж едет. Ждем пацана. С этим все, пожалуй. Так, ребят, 1600 настреляли. Как мы ему БКшечку-то жмахнули? Нормально, 2К. 3 фрага, ребята.
4 Ты был фрага. слишком самонадеян. Вот вам и КВ-2. Будут нас встречать, нет? Ну вот и бой вроде бы перешел в другое русло. Готов. Ожидаемо. Только царапнули. Один на один. Хорошо. Закономерный итог. Ну, 3300 настреляли. У нас 6 фрагов. Воина взяли. Кайф. Просто кайф. Вот вам и КВ-2. Фугасный черт. Надоело драться на десятках, девятках, восьмерках. Спустились вниз на шестерочку, сели на К2, на КВ-2 и поехали, так сказать, наслаждаться уроном. Красивый бой. Мастера взяли, вот, пожалуйста, нам мастера дали. Так, куча всяких наград, спасибо. За это спасибо, это нам не надо. Первое место по урону, вот видали, сколько наши настреляли, а сколько мы, вот вам и КВ-2. Классно? Классно. По пятибалльной системе, как фановый танк, 5 заслуживает? Заслуживает. Ну, всегда сажусь на КВ-2 и еду просто вот с такенной широченной улыбкой. Ребята, пишите, у всех ли есть КВ-2? Если у вас нет, то пишите в комментариях под видео, почему у вас нет КВ-2. Ну, это же интересная, фугасная машина. Просто кайф. Рекомендую. Прокачали ветку, оставьте в ангаре. Иногда покататься по приколу на ней можно. Всем добра, до скорых встреч. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.